Друзья, добрый вечер. Спасибо, что нашли время, пришли. Вот, я вижу новые лица. Новые лица. Поднимите, пожалуйста, свои новые руки. Раз, два, три. Ну нет, но вы же в прошлый раз были. Мы уже полузнакомые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Лица приятные. Лица интеллигентные, интеллектуальные. Это приятно, это очень радует. Обычно в наших, это я объясняю новым нашим лицам, обычно в наших водах плавает как раз недостаток интеллекта и так далее. И это нормально. В наших водах сложно найти интеллект. Но если найдешь, хватайся, держись. Они не встречаются. Что такое наши воды? Это то, что нас формирует, это то, что самая суть существования, не жизненного существования, существования абсолютно всего, но дойти до этого, естественно, практически невозможно. Вы сами понимаете, что Вселенная, эта женщина далеко не глупая. У нее есть свои тайны, их не ограничено. Поэтому вся Вселенная — это ничего другое, как эзотерия, то есть то, что изнутри ее составляет. А как я объяснял, внешний вид, то, что мы воспринимаем, это экзотерия. Это как корочка на ней. Но люди, они существуют любопытные, они с лопатой все копают и копают и копают. Разными методами. Научными, паранаучными, фантазиями. Чем могут, но копают в одном и том же направлении. А что там под корочкой? И один другого толкает, выталкивает, чтобы он не мешал ему копать его яму его же лопатой. Вот. Поэтому в любом случае, любой человек, который интересуется вопросами, на которых нет ответа, просто не может быть ответа однозначного. Это не глупый, это умный человек. Как он интересуется, как он копает, совершенно не важно, лишь бы копал. Вот. Чем он копает, вы знаете, эта лопата называется сознание. Сегодня разговор будет именно о сознании. Как нам известно, мы уже говорили, мне тоже когда-то говорили, что сознание — это то, что отличает нас от животных. Да? Не совсем так. Не совсем правильно так. В человеческом понимании он, как вы знаете, это царь природы, но это самокомплименты такие глубокие. Он далеко не царь, естественно, и до природы ему еще далеко. Вообще понять природу, не то, чтобы быть еще царем. А вот изуродовать по-своему, подукрасить по-своему, это он может. Но понять богатство существующее пока еще нет. Пробует. Молодец. Как вы знаете, раса крайне молодая. Только-только начинает мозгами шевелить в прямом смысле этого слова. Только-только начинает потихоньку понимать, что, оказывается, мозги — это не просто количество клеток. А это место, где происходят в прямом смысле все возможные чудеса. Поэтому Вселенная и создала таких существ, в чьих головах, а их очень много, происходят чудеса. А как результат наполняется Вселенная. Что я предлагаю? Вы знаете, вышел очень интересный, не могу сказать научный, но такой популярно-научный фильм небольшой, новый абсолютно. Я бы хотел, чтобы мы его посмотрели. И он 49 минут, но мы посмотрим первую только часть пока, минут 25. Это вам поможет. Очень интересно все сделано. Посмотрите, вот на какой стадии на сегодняшний день находится наука, как она смотрит. Сказать, что это уже наука, сложно, это уже паранаука. Потому что практически 10 лет назад она даже представить себе не могла, что она может разрешать ей посмотреть с этой перспективы, потому что это считалось ненаучным. А на сегодняшний день в самой науке есть параллельные ненаучные токи. Те же научные, но уже с ненаучным подходом. Потому что наука как таковая в X областях дошла своего предела. Все, конец. Нет. Ну, вы про психологию вы знаете, она давно уже, 70-х лет застряла. Но не единственная психология. Физика, например. В определенном направлении физики застряли. Потому что дошли до определенных законов, которые, так сказать, у нас установлены. И эти законы препятствуют, наше восприятие, препятствуют дальнейшему копанию. И так появляется альтернативная наука, альтернативная физика, химия и так далее.
Вот это является результатом такой альтернативного подхода, но очень-очень научного, что крайне важно. То есть не конфликтует с интеллектом и разумом нормального, здорового человека сегодня. Давайте посмотрим, а потом на основании этого я уже вам дам такое забавное. Ну, скажем, прямо нелегко, да? Просто страшно. Переведу на человеческий. Все, что вы здесь слышали, говорит, переведу очень на человеческий. Наука говорит, сказала, сама себе. То есть это альтернативный взгляд. Что сознание это не орган. Чем крайне нарушает установленную систему так называемой материальной науки. Что сознание это всего лишь интенсивность работы мозга, система работы, кооперация, как произведение искусства. В 60-х годах, когда вышла вот эта глупейшая теория о том, что человек использует какой-то процент своего мозга, да, а какой-то процент он не использует, и те, которые используют чуть побольше, они прямо вот гении только так, полный идиотизм. Потому что мозг это не ведро с водой. И если там воды больше, то ведро становится умнее. А вопрос идет о качестве работы. Приблизительно так. Вот я приведу пример, он очень удобный. Пример сами поймете. Из того же принципа. У вас есть машина, автомобиль. Он стоит. Вот вы сели и врубили. Скажите, пожалуйста, сколько процентов машины работает? Естественно, она полноценно стоит. Правильно? Все взаимосвязано. Теперь та же машина несется со скоростью 100 км в час, если хотите еще экстремней, по Алмате, по улицам Алматы. Вот вы представьте. Вот сколько процентов машины работает? Опять же 100. Мы здесь говорим о интенсивности и взаимосвязи, скажем, качестве работы. Не хорошее, плохое, а по цвету работы, что творится. Но машина работает на все 100%. То есть получается, у человека 7% мозга работает, а остальные не работают. Это идиотизм полный. Мозг не может не работать. Он работает всегда. Просто он работает на частотах, соответствующих, например, автомобилю, который едет, или велосипеду. Потому что в конце концов нету необходимости. Если ты вышел в природу со своими детьми, то естественно ты подстраиваешь свой велосипед, свою скорость под скорость детей. От этого тупее не становишься. Но когда возникает опасность, любая опасность, то естественно сам мозг взрывается, его система интенсивность работы резко увеличивается, потому что надо защитить от деструкции. В этот момент человек в состоянии прыгнуть на 13 метров туда, 5 метров туда, 6 метров туда и так далее, и так далее, и так далее. Есть хороший анекдот на эту тему. Знаете, человек рассказывает, я вот иду по пустыне. Говорит, и вдруг за мной тигр. Прям вот. И я бегу, и я понимаю, что он сейчас меня схватит. Говорит, все, конец. Говорит, я уже не смотрю. Лезу на первое попавшееся дерево. Говорит, стоп. Говорит, какое дерево? Говорит, в пустыне нету деревьев. Говорит, ты знаешь, когда за тобой гонится тигр, ты уже не смотришь, есть, нету, лезешь. Вот то же самое здесь. Лезешь. И это дерево ты создаешь. Вот так работает сознание. Этот фильм на самом деле попробовал умными фразами объяснить, что сознание это не материальная конфигурация. И почему называется Бог в нейронах? Что подразумевается под Богом, ребята? Значит, вы, не знаю, прослушали или нет, сколько нейронов в башке у человека? Триллиард. Это не миллиард. Это миллиард плюс умножить на 1000. Триллиард нейронов.
которые постоянно пашут, как папы Карл. Вот такой огромный нетворк, как интернет. И теперь, обратите внимание, он меня видит, вы меня видите. Давайте выйдем из своей кожи и посмотрим, вот как в этом кино. А что значит видеть из этого концепта? Это значит, какие-то частоты, я уже объяснял, да, касаются глаза, вибрируют какие-то нервы. А что такое вибрация? Это и есть энергия. Ну, ток, микроскопический. Он посылает сигналы куда-то, и вот куда-то в мозгу, в первом центре, нейроны начинают, в зависимости от позиции, интенсивно, как говорят, вибрировать. Если вы отдалитесь на расстояние, как там правильно по пикселяции сказал, вы на самом деле увидите именно то, что он видит. Не знаю, насколько понятно я объясняю. Куда надо? Вот один нейрон, вот второй, вот третий, вот четвертый, да? Вот пятый, вот шестой. Здесь сигнал такой, здесь сигнал вот такой. Здесь маленький, здесь вот такой. Неважно. Здесь большая интенсивность пульсации. Здесь маленькая, еще одна, еще одна. Это тоже сигнал такой. Но если вы, это представьте точки, это называется пиксели, моей рожи. Они что же есть точечки? Здесь красный цвет, здесь желтый, здесь синий, здесь и так далее. Вы же видите именно так. Так вот, если вот из этого концепта удалиться километров на 100, то вы здесь увидите мое лицо, выстроенное из этих точечек. И что получается? Что то, что вы видите, или называете видеть, это всего лишь комбинация сигнальчиков, которые выстраивают меня. Но! Теперь давайте посмотрим по-другому. Что такое я для вас? Ведь я уже существую, ну, меня, по крайней мере, так обманули. Что такое я существую? Значит, мои клетки живут, то есть излучают какие-то результаты своего существования. Частоты, вибрации, энергии, не важно, как они называются. И вот комбинация этих излучений, которые идут в пространство, есть я. Теперь представьте вот такую возможность, что у вас в голове, благодаря вашим так называемым зеркальным нейронам, вот они все снова собираются, клеятся и создается микроскопическая, но для нас, но копия меня, то, что вы называете видеть. Опять же тех же энергий. Это что получается? Это получается, что я такой, какой я есть, существую в двух местах. Но если здесь я вот такой, то в его голове, в башке, а я уменьшусь, огромная башка. Опять же те же сигналы того же качества, они в состоянии воспроизвестись, и вот тебе зеркальное отображение меня. Но это не плоское. Оно в полном 3D. В чем движется, все что. И что получается, что там я существую, как вы думаете? Существует. Молодец. Да! Именно поэтому ваша мысль, когда говорят, мысль материальна, никто не понимает, что подразумевается под материальным. Она действительно не мысль. Вот ты представил, танк, ты даже не знаешь, но в микроскопической форме он уже существует. Ты просто его создал. Именно за счет вот этих энергий, которые твои нейроны в состоянии сложить. Это как взять пластилин и сделать танк. Но ты знаешь, что материя это пластилин, хотя очень похоже на танк. Хотя представьте, что материя это не пластилин, а частоты. Она находится вот здесь. Мозг полностью адаптируется, он имеет такую возможность, представьте, как Бог, сделать то, что от него нужно. Вот я увидел его, его копия существует, и поэтому я его вижу. На самом же деле я его не вижу, я вижу копию его в моей голове, но он существует. Поэтому я могу в голове своей его и повернуть. А это называется фантазия. А зачем мне человека поворачивать, если в голове уже микроскопическая копия его есть? Повернуть, посмотреть. И что получается? Я на самом деле его поворачиваю и смотрю? Получается, да? Получается, да. То есть обратите внимание, то всю дорогу нас обманывали. Ну это ты фантазируешь. Так надо было сказать, ну это ты фантазируешь. То есть ты вообще креируешь, создаешь.
Но вы хотите мне задать вопрос, но вы не знаете. Я помогу вам задать вопрос. Но если я фантазирую, и это на самом деле начинает существовать в 3D, причем живое, почему оно исчезает? Кто может из вас ответить мне на этот вопрос? Почему оно исчезает? Потому что мы можем зафиксировать то, что... Совершенно правильно. Из-за неспособности своего же сознания содержать эту мысль. Неважно, под мыслью подразумевается конфигурация. Но если бы вы, представьте, представили бы огонь. Огонь. Представили, это значит, он существует. В вашей голове в микроскопическом размере, но он существует. Ну как в этом воздухе есть вода? 60% здесь воды, ребята. Ну вы же не видите его, но она же существует. А теперь представьте, если мы бы в состоянии были воду здесь отделить от всего остального. Вот здесь была бы вода наполнена. Вот то же самое там. У вас в голове существует огонь. Вы его создали. А теперь давайте усилим. Благодаря чему? С возможностям, способностям современного мозга. То есть, до сознания мы дойдем. Мозга. Что получается? Вот горит. Вы называете концентрацией. Это не концентрация. Но в любом случае, если мы могли исключить в этот момент доступы новых данных, чтобы задержать вот этот огонь, и начинаем разгорать его, разгорать. Ну, у нас есть такие способности, хотя это очень сложно. Разгорать что-то. Как вы думаете, что бы было? Где? В башке. Где представил? В башке бы он не появился, но он бы появился в пространстве, которое поддерживает и далее его существование. Артемон, иди сюда. Вот он у меня будет исполнять роль манекена. Манекена, блин. Вот башка. Встань ровно перед людьми, вот так культурно. Вот его башка. А это вокруг башки. Чем отличается его голова, мозг от этого? Всего лишь здесь есть клетки, которые способны это делать, здесь нет. Но кислород поддерживает огонь. Всем известно. Теперь представьте. Здесь горит огонь, и он настолько силен, ведь это же частоты. Что значит горит огонь? Это частоты. Что частоты вот здесь начинают вибрировать, как микроволновой. Почему микроволновой подогревает воду, знаете хоть? Иди садись своим огнем. Знаете? Там есть. Молодец. Там есть. А? Чего? Ну понятно, почему? Что происходит? Вибрирует пространство. Воду, частицы воды на определенных частотах. Вот эта вот там штука есть, вот такая маленькая вот такая пластиночка. Она вибрирует очень большой частотой. Но эта частота соответствует частоте вибрации воды. А потому что 60% у тебя вода, а что такое кипящая вода? Это всего лишь частота, с которой вибрирует. Что? Вот так начинает вибрировать. Мы это воспринимаем как горячее и подогревать. То же самое здесь. Вот она пластинка твоя, которая создает огонь. Но ведь это же поддерживает огонь. Trust me, это называется материализация. И он появится. Как долго он будет существовать, это другое дело. Потому что кроме твоей башки, здесь существуют другие условия, которые не поддерживают огонь. Ну, например, ее частоты, его частоты, это же полно частот, да? Но в какой-то микросекунду вот этот огонь может даже вот так вспыхнуть и исчезнуть. Ну а если рядом бензин, то уже горит дальше. Вот такие чудеса вы способны вытворять. Ну, в нормальном мире говорят, это невозможно. Как раз именно это вы делаете постоянно 24 часа. Самое интересное, что вы можете это вытворить в состоянии сна, если знать, как это делать, и как поддерживать этот же огонь. Но чтобы создать в своей голове что-то, что может существовать в не головных, а этих условиях, понимаете, оно в голове без проблем, голова, мозг подстроить, и там будет существовать. Но внешние условия не поддержат эту материю. Надо хорошо понимать, где ты находишься. И что они поддержат. Дерево, то все. То есть надо знать, что ты делаешь. Окей? Секундочку, дайте мне, пожалуйста. Продолжаем.
Что я хочу сказать, ребята? Что чудо, нормально в сегодняшнем понимании, это составная часть вашего существования. Вы делаете ничего другого, кроме чудес. С утра до вечера. Окружение не поддерживает это. Да? Потому что сигналы слишком слабые. Усилить сигналы сложно. Почему? Потому что, чтобы всем этим руководить, как в любой компании, фирме, нужен менеджмент. Тот, который знает план руководства. План, как надо из точки А попасть в точку Б. Вот этот менеджмент называется сознание. Вот это тот орган, который должен быть вот на таком уровне. На очень высоком. А на каком уровне он у нас? Очень низко. Давайте проверим. Я сейчас задам самый простой, человеческий, тупой вопрос. Пожалуйста, попробуйте свободно отвечать. Your gods. Вы боги. То есть вы можете все. Давайте посмотрим, насколько все вы в состоянии иметь. Поднимите руки, пожалуйста, кто себя любит. Прекрасно. Кто может сказать, как он это делает? Чего смеетесь-то? Абсолютно тупой логический вопрос. Я себя люблю, а делаю это я так. Вот так. Одевали. Удивляли. Обеспечивают Защищаюсь. Вызываю вибрации любви. По отношению к себе. Самовибрирует. И в этом знак любови? Вопрос такой. Я его не считаю вообще за человека. Но я считаю, что он имеет право быть. Я его кормлю, потому что он сдохнет. Я его одеваю, я его обуваю и так далее. Это что получается? Я люблю его? А? Я поставил всего лишь. Обратите, ребят, it's okay. Вы слушайте вопрос. Вся тайна в том, как вы его сознательно примете. А вы даже не въехали, что вы в сущности даже не посвятили внимания пониманию самого вопроса. Не только плоскости его, но и глубины. То есть вы сознательно, обратите внимание, не обратили на условия, кто, где, когда, почему, я, точно там что-то будет. Да тупо, да? А кого еще любите? Когда кроме меня вокруг ни одного нормального. Ну еще Обама в крайнем случае. Но это крайний случай. Давайте послушайте вопрос. Не спешите, потому что вы воспринимаете частоты такими, какими есть. А вот сознание ваше, как оно сформировано, ни хрена из этих частот не воспринимает. А уже на основании своих же базы данных, то есть как социальное общество вас воспитало, я не говорю правильно, нет, воспитало, вы так трафаретно принимаете. То есть фактически ваше сознание это всего лишь, то есть является результатом внешних воздействий. Ненавидеть это плохо, любить это хорошо. А кто умеет вообще ненавидеть? Кто вообще знает, как это делается? Как долго надо делать, где начало, где конец, где кульминация, как это выражается. Никто никого не учил. А кто слушает плохо? Нож человека это хорошо? Я говорю, это плохо. Пойдите в больницу с утра до вечера, да вот это только творится. И все довольны. Ну, бывают те, которые недовольны. Но в основном довольны. Оказывается, это неплохо. Значит, вопрос только, как все это делать? То есть тот же самый процесс, ребята, может иметь и такой, и такой. Все зависит от вашего сознания. Как вы в состоянии вообще воспринять сигналы? Вот меня вы видите? Да. Не видите вы. Потому что если вы были в состоянии сознательно воспринять меня, вы бы увидели все. И мою историю, и прошлое, и будущее. Вот он весь я перед вами. Вот моя башка. Как в интернете. Здесь записано все. Смотри. Не видите вы меня? В том-то дело, что когда на уровне социальной единицы сегодня, когда мы понимаем, видим, это цвет сорочки. Понимаешь? И башмаков, ну естественно, башмаков, да, святое дело. А там в глубине ничего же. Говорит, ну это же не видно. А чем ты хочешь это увидеть? Глазами или мозгом?
Так если мозгом без проблем, ты только разреши ему сознание. Давайте попробуем сейчас сделать так. Попробуем начать думать немножко. Альтернатива. Мозгу все равно, он может все, ребята. Trust me, он все может. Ты только его не останавливай. Пусть он идет своей, да, пока не мешай, потому что если вы будете его тормозить, ты себя любишь? Хорошо. Тот же самый вопрос, не спешите. Кто себя любит? Кто может ответить? У нас вопрос значения этого слова, как воспринимать. Как нас обучили воспринимать общество, нас научило воспринимать это слово. Смотрите же, сейчас я вам покажу без анализа. Без анализов. Просто самые основные не то что, а стандартизацию в вашей голове. Спросите меня то же самое. Рубен, вы себя любите? Нет, вопрос я задал не так. Как вы себя любите? Кто себя любит? Обратите внимание, вы даже повторить вопрос не в состоянии. Знаете почему? Потому что изначально вопрос вы не восприняли таким, какой он был. Это естественно. Тут же адаптация идет под свои стандарты. Спрашивайте, вот как я спросил? Кто себя любит? Оля. Кто себя любит? Оля. Я и отвечаю. Кто себя любит? Отвечает Оля. Вы мне вопрос задали? Ну, а когда я ответила я, это не он? А почему не сказали Рубен? Нет, ну я, это Рубен, что ли, обратиться? Вы, естественно, неважно, у вас был вот такой диапазон выбора. Понимаешь? Вот такой. Но вы почему-то приняли это очень индивидуально. Я спросил, вы себя любите? Под понятием «вы» еще неизвестно, что можно подразумевать. Потом под понятием «любить» и под понятием «себя». Что подразумевается под себя? Когда сплю, не люблю. Например. А может люблю, но не знаю. Может даже очень. Вы сказали «да». Потому что у вас в сознании не работает вот в этот момент. Тут же выступают вот эти социальные позиции, как формы сложенные. Трафарет. И этими трафаретными формами вы хотите быть индивидуальностью. That's nice. Так чем же отличается ее мнение от его, от его? А ничем. Потому что сознание обременено трафаретными социальными формами. Кто не хочет быть умным? Любопытно, почему это все захотели быть умными? Ну давай! Ведь под понятием «я умный» подразумевается индивидуальность, специфика размышления, свои личные, обратите внимание, подходы к вопросам. Используйте свое сознание. Давайте, начнем тренировать. Посмотрим, насколько ваш собственный менеджмент действительно в состоянии контролировать процесс. Trust me, как вы воспримете, как дадите задание, это так и исполнит. Вот если вы там в состоянии будете сознательно дать задание точно, что хотите, весь мир можете перевернуть. Хочешь быть гением? Вот так вот. Вон, пример же был. Человек с недоразвитым умом, как социальное общество считает, потому что считать не умеет, стал калькулятором. Ну как это возможно? Да потому что не существует социального понятия талантливый, неталантливый, гений, не гений. Существует сознание, уже изуродованное или пока уродуемое. Это не значит плохо и хорошо. И все, ты становишься членом социального общества. Вот видите, Серым. что общество Что есть нормально. А как так жить, если не быть членом, в смысле серым? Задача трафарет. Ну, я живой и ничего. А вы Вы тогда знаете- подстраиваетесь под это общество? Обязательно. Естественно. Но подстраиваться как общество хочет, или ты обществу можешь предложить то, что его и заинтересует. Ведь, ты понимаешь, это как в ресторане. Жареную картошку с утра до вечера, да, общество жрет. А вот из той же картошки можешь приготовить какое-то блюдо, и человеку будет очень интересно попробовать. Ой, как интересно.
и знакомый вкус, а в то же время что-то не то. Я же не говорю этому обществу предлагать какую-нибудь гадость. Но эволюцию же надо как-то перетерпеть, собственно. Давайте мы нарисуем что-то. Мозги нарисуем. И посмотрим, из чего состоит ваша память. Ведь когда мы оперируем чем-то, основную базу данных, основную берем из себя же. Вот такая башка, триллиард нейронов. Где-то внутри работает, жил 50 лет. Наверное, что-то там запомнилось. И, наверное, как я говорил. Давайте теперь будем очень-очень умными или тупыми. Сами выбираете, это одно и то же. Давайте ответим самый простой вопрос. Скажите, пожалуйста, какой формы планета? Какая планета? Вот такая. Наша планета. Земля. Шар, эллипс. Говорите. Какой формы планета? Я не знаю, говорите, но болтайте. Формы Земли. Еще. Все? Больше нету? Сферический ордер. Сферическая. Скажите, пожалуйста, кто из вас видел планету? Вы видели картинку, я понимаю. Кто из вас видел планету? А мы видели, помните, когда нас когда учили, вот посмотреть, мы же смотрели на Землю. Секундочку. Ну, вы же звездочки были. Вот уже идем куда-то. Никто из вас на самом деле не имел возможности видеть планету. Правильно? Только часть ее. Никакую. Ну и она какая была? Мы видели полушар. Так вот я спросил, какой формы планета? А вот в астрологии же смотришь, как Полусферический. Кругло. Съемки Когда я насмотрел на нее с самолета, она была почти прямой. Не годится? Годится. А чем не годится, вот обратите внимание? Чем? Да, но она же круглая. Я не знаю, но с самолета я круглый не видел. А ты поднимитесь выше. Поднимусь, может быть, и увижу, но я не видел. Теперь. Да, но вас же в школе учили, что планета круглая. Да, учили. А 2000 лет назад учили, что она плоская. Но это неправильно. Я ее видел плоской. Почему вы не основываете свое ответ всего лишь? Я не говорю правильно, неправильно. Вы сейчас вам показываете, блин, это же полностью полный идиотизм. Неизвестно. Неизвестно еще. Что подразумевается под словом плоский, круглый? Вот что подразумевается? Пространство, оно какое? Охарактеризуйте мне пространство человеческими словами, вашим сознательным, то есть словами, которые вам известны. Какое пространство? бесконечное, безграничное, бесформенное. Вот смотри, как интересно. Бесконечное, бесформенное. А теперь я вам нарисую то, что известно о планете, хотя бы небольшая часть. А вы мне скажите, может ли продукт самой планеты не принадлежать самой планете? Я этого не видел. Но говорят, что существует такая сфера, у которой есть, которая вот так живет. Есть какие-то, это называют магнитные поля. Вот так. И
И это является составной частью планеты. Кстати, благодаря им вы дышите, существуете так же, как вся природа. То есть это как ваше дыхание. Вот это. Так какой формы планеты? Кстати, вот это до Юпитера доходит, что вы знаете. Так какой формы планеты? Вы уже не сможете ответить. Живой. То есть самый простой вопрос, а что подразумевается под планетой? Уже трафаретное понятие. Земля. Вопрос. Второй. Засыпающий. Мы засыпаем. Есть такой шар, который состоит 80% из океана. На этом океане есть такие волны. Неважно, какой они высоты. Какой формы планета получается. Хрен его знает. Так вот, на планете ничего не стабильно. Разные. Самая высокая точка, это как ее называют? Эверест. 5000 сколько-то метров. То есть пик такой. Почему вы взяли, что она круглая? Она вся изорванная. Почему круглая? Потому что трафаретно в голове сказано, и когда мы говорим, что планета круглая, она меня понимает. И поэтому в прошлый раз, когда я говорил, что планета крутится вокруг Солнца, так она не крутится вокруг Солнца. Помните, я рассказал, да? Она движется по спирали в пространстве. Это совершенно меняет всю физику. Но все равно в сознании человека она крутится вокруг Солнца. Так вот, представьте, сознание оперирует стандартными формами. Я должен себя любить. Почему ненавидеть? Кто сказал, что это плохо, если правильно ненавидеть, значит, как стимул. Заставляешь себя двигаться. А когда ты начинаешь сам себя любить, понимаешь, ты от зеркала не отходишь, с утра до вечера. Любишь, 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 любишь. А становишься все жирнее и жирнее. Вот. Или этот человек хороший. Почему хороший? Потому что в долг дал. Что? А какой еще может быть? А этот человек плохой. Почему? Потому что он долг не дал. Логика ясна. Я хорошо живу. Что это значит? У меня нормальная семья, у меня большая машина, у меня большой дом, у меня 2 любовницы. Так хорошо, что я живу. Вот. Я плохо живу. Что это такое? Нет любовниц. Да, у меня нет машины, у меня нет дома, у меня нормальная семья, но нет любовницы. Это вообще страшно. Посмотрите, какие концепты. А вообще ты живешь. Если ты сознательно, я не говорю, правильно это или нет, но спишь, просыпаешься, пьешь тот же самый чай, жрешь то же самое, говоришь о тех же глупостях и идешь на ту же работу. Не говорю, плохо я так жил. Сидишь на 8 часов, продираешь стул и то, что на нем находится. Называется работа. Через 8 часов ты опять идешь здоровый, возвращаешься назад. Здесь тот же чай, тот же это. Актуальные темы, как соседка пошла-поехала куда-то, ты спишь. Завтра то же самое, плюс-минус. И я понимаю, что это называется жизнь. Но сознание-то живет в вас. Так как же оно может сформироваться, если вы ей не даете, когда же, как любой из нас, не дает никакой еды ему, вот, чтобы он артистом стал сознание. Потому что самый простой из вопросов. Кто себя любит? Все подняли руки. Кто себя ненавидит? Никто. Хороший ли я? Лучше всех. Вот такие трафареты. Так вот, сознание – это ваш менеджер. Это то, что должно координировать ваш клан. Не буду объяснять, что это такое, потому что лекция была. Ну, еще сложный клан. И вот этот механизм, который в состоянии творить чудеса. И сознание, которое должно координировать, которое находится на уровне, говорят, что человек произошел от обезьяны, так вот, друзья мои, вас врут, вам врут. До обезьяны ему еще далеко. Потому что обезьяны не усложняет. А это самый простой вопрос. Причем, как вы поняли, у него есть конфликтные 2 единицы. Если это говорит «да», тут же появляется альтернатива «нет». Как вы думаете, почему? Почему так устроено? Почему вот Юра живой пример?
у него еще мнение не создалось, у него уже есть сомнения по поводу этого мнения. Сомнение готово, ждет мнение. Но почему это так уживается? Ну, альтернативно, да? Но вы мне скажите, как вы думаете, почему это так Чтобы не уживается? было трафарета. Это... Молодец. Чтобы был всегда элемент движения, чтобы ты не становился рабом собственной мысли. Само сознание устроено так. Потому что если вот это тебя устроит, и ты станешь рабом, тот же самый огонь. Сделал? Ой! И пыхтишь, по целый день создаешь огонь. Понимаешь? Жить надо, жить! Времена идут, все меняется, новые сигналы, а ты застрял в своем. И поэтому внутри есть вот эта часть, которая ненавидит. Которая говорит, какая любовь, блин, жить надо. И оно начинает вот это выталкивать, чтобы дать вместо новым информациям. Почему? Потому что называется время. Кто из вас не сомневается? Я сказал, кто себя любит. Рук было до неба. Кто не сомневается, что он себя любит? Уже сомневаюсь. Засомневаюсь. Обрати внимание! Засомневать правильно, чтобы случайно не влюбиться в самого себя. На этом кончается функция сознания. Ты становишься не рабом. Все, бессмысленно. То есть эволюция человека именно в сомнении. Трудность должна появляться, чтобы выталкивать. А как человек пользуется сомнением? Вот скажите мне. Ведь сомнение же создает конфликтную ситуацию. Из этой конфликтной ситуации приходится думать. То есть новая форма. Новая форма. Как человек использует сомнение? Проверяет мнение. Исполняю роль человека. Может, некачественно, но я попробую. Интересно, хороший ли я человек? Долг Юле дал. Хорошо. А если бы не дал, каким был? Плохим. Знаешь, где-то не хотел давать, блин. Значит, я плохой? Нет, я ведь дал. Значит, дал, значит, хороший. А то, что не хотел давать, это... Значит, плохой. Юля, ты не знаешь, что не хотел? Хороший я или плохой? Как узнать, какой я хороший или плохой? Юра, а тебе деньги дал? Отвечай. Маши головой вот так. Да, он видел. Я хороший, Юра. Вот скажи, а? Нормально. Там ты нормально, ты 50 тысяч дал. Нормально. Какой нормальный даст 50 тысяч тебе? А проценты? Работает сознание. Шурупит. Возьмем экстремальный вариант, то есть невероятный. Я тебе не дал 100%. Вот такой идиот. Хороший? Да. Значит, хороший. Хороший. Представляешь, я Юле дал 50 тысяч наших баксов без процентов. Я хороший? Баран ты. Дал бы мне с процентами, мне так нужны бабки. Я хороший, еще иди отсюда хороший. Артем, я Юре дал 50 без процентов. Он говорит, что я хороший. Она говорит, что я баран. Я уже не знаю. Вот как ты думаешь? Ну, если бы мне дал. То есть баран, какой есть, такой есть. Хороший баран. И теперь объясните мне, друзья мои, это такой общенародный пример. Как же мне определиться самому себе, какой я? То есть я не смог. Я пошел на социальное мнение.
Я начинаю основываться на его анализе подобной ситуации, моей, его. И у меня 3 конфликтных мнения появляется. Как же мне прийти к моему, своему, то есть заключению? Гожусь я или не гожусь? То, что вы ощущаете, если вы себя чувствуете положительно. Так дураком я себя чувствую. Мне Не надо было то, есть, лучше. то, что я ему дал 50 тысяч, мне от этого неприятно. То, что ему приятно, мне приятно. То, что она меня видит как барана, мне неприятно. Так я тебя вот так непонятно как ощущаю, если я буду основываться на мнениях людей. Не думать об этом. Хорошо. Я сознательно не буду анализировать людей. Но мне же хочется найти позицию. Эта сторона говорит, ты сделал правильно. Эта сторона говорит, баран. Ты же не хотел этого делать. И это было бы правильно. Сомнение. Что делать? Вы для себя определись. Как? Я и хочу. Не могу. Ну, еще у кого спросить. Надо сделать. Голосование. Есть прекрасный анекдот на эту тему. Буду анекдотами давить вас. Анекдот, кстати, о создании вам говорят. Вот у человека, говорит, ну бедный, осталось 2 курицы, знаете, черное и белое. Кто знает? И он голодный. Ну, надо кого-то зарезать. Думаю, блин, белый зарежу, черный одна останется, черный зарежу, белый загрустит, всю жизнь вместе, блин, что же делать? Пошел к односельчанам, вот такая вот, так сказать, вопрос серьезный. Он думали. Есть мудрый человек, самый старый наш, тот точно знает, что эту задачу не решаем. Он пришел к мудрому, как мудрый человек там, на селе. Ну, понимаете, он всегда сидит, почему-то борода такая, я всегда в лесу. Говорит, вот так вот, черный, если белый, черный, очень сложно. Приходи через неделю. Он пришел через неделю, говорит, ну, не могу найти решение, еще через неделю приходи. Это пришел через неделю, ну, что делать, говорит, черную резать или белую? Черную. То почему черную? Ведь если черную белую, то загрузит. А ну и хрен с ней. Вот это хрен с ней и с ним. Это, кстати, очень ключевой фактор, когда ты не становишься рабом своих же сомнений. Они могут быть очень конструктивными, если ты правильно понимаешь, для чего они, как с ними оперировать на определенном уровне времени. Но когда ты становишься рабом своих же сомнений, это к чему приносит? Из анекдота говорит полному голоду. Личности. Когда я смотрю на нее и жду от нее, чтобы она сказала, что я хороший. Она говорит, хороший. Пошел довольный, сопля последняя. Блин. А он говорит, что врешь? Баран же человек, а вдруг это я услышу? И где моя личность? Нету, все, сознания нету, оно не существует. Оно вот схватилось за голову и говорит, где я нахожусь? И молчит. Только из-за своих собственных сомнений. Люблю я себя или не люблю, и так далее, и так далее. А латинское слово «хрен с ним» никто не помнит. Знаете почему? Даже не догадывается, когда момент, когда она скажет «хрен с ним». И чтобы просто сделать шаг вперед. Потому что сама материя не заслуживает времени, которым она посвящается. Теперь давайте посмотрим. У человека есть, помните? Там момент один был. Пожалуйста, если у вас есть возможность, посмотрите это на интернете медленно. Там очень много. Момент был. Что наступает, не наступает момент, а самое такое стабильное состояние, там перевели своих собственных убеждений. На английском говорят faith. Там faith говорят веры. Но почему-то по-русски говорим убеждение. Именно веры. Что состояние веры — это то необходимое сознательное состояние, которое помогает тебе не становиться жертвой левого и правого. Своих же собственных сомнений. Вы спросите, а что, сомнения, значит, не существует? Обязательно должны существовать. Тогда вы спросите меня, ну тогда зачем они должны существовать, если можно без них? Невозможно. Именно оно дает тебе стимул к движению.
А вот к какому зависит от другого состояния вашего сознания. Вера. Ничего общего с религией не имеет. Okay? Это как политика жизни чего не имеет. Скажите, пожалуйста, у кого есть вера? Просто руку так поднимите, если есть там. Меня интересует вера. Нет, выше, я не вижу. Это может быть женское имя? Супер! Супер! А вы теперь? Кто может сказать? Вот вы во что вы верите? Натуральный вопрос. Супер. Вы во что верите? Себя. Артем, а ты? И ты туда же. Когда надо. Очень любопытно. Кстати, мальчик сказал очень умную вещь, хотя сам не сообразил. Вот как только вы скажете вера во что-то, вы начинаете рационализовывать состояние, которое требует объяснения своего существования. Я люблю себя за то, что... Вот все, конец. Там нет другой больше. Потому что если ты ищешь сознательную рационализацию за что-то, то если получается вот этот фактор за что-то завтра исчез, по каким-то причинам, ну хотя бы ты попал под машину, попал в кому и так далее, то у тебя абсолютно нет этой эмоции. Это не состояние. Это твое размышление. Вот то же самое и вера. Если вы верите в что-то, то если завтра получится, что то, во что вы верили, не совсем так, как вы его представляли, где ваша вера? Исчезнет. Она копейки не стоит. Именно из-за своей слабости, что она исчезла. Человек сказал очень нечеловеческие слова. Мне вера нужна не во что-то, а как состояние. А объяснение, почему оно нужно состояние, не нужно, мне нужно состояние. Вот это состояние заставляет тебя постоянно идти в этом направлении. Твое же сознание. Теперь, на современном уровне развития человеку нужна вера, хотя это механизм во что-то, чтобы заниматься самообманом. Потому что сознание не может определиться, оно начинает метаться туда-сюда. А на самом деле, как это работает? Это я только сказал насчет веры. А теперь давайте сделаем так. Про надежду слышали? Только не женской. Надежда. Вера. Не-не-не. Желание. Не-не-не. Желание. Объясню. Это не эмоции. Это не эмоции, это состояние сознания. Любовь – это эмоция. Но человек еще пока не понимает это. Но это вы даже прочувствовать это не сможете. У надежды есть эмоциональное поддерживающее состояние. Но это состояние оно может увеличиваться, уменьшаться. От этого надежда не перестает быть. Даже в самой большой боли она существует. Обратите, надежда, а эмоциональная боль. Поэтому надежда – это состояние. Подождите, 4 и чисто минут. Я должен перевести на английский. Желание и сомнение. Сомнение – это же не эмоции. Правильно? Это ментальное состояние. Состояние мозгов. Какое? Теперь смотрите. Ну хорошо, с сомнением в сознании мы разобрались. Так же, как сказал нам фильм. Левое и правое полушарие конфликтует в зеркальном отображении, и это нужно. Этот конфликт заставляет меняться и одно, и другое. Если бы этого не было, он бы занял позицию и оставался бы. Прогресс закончился. Эволюция мозгов прекратилась. Желание. Что это такое? Кто может сказать? Что такое желание? Дайте секундочку, я проверю это госпожа магазина.
стремление получить что-то. Оно дает движение. Опять, ты чей племянник, я не понимаю. Значит, оно дает движение. Это абсолютно правильно. Не забывайте, что сознание должно находиться в каком-то теле. А тело – это автомобиль, который должен двигаться. Автомобиль в гараже не имеет никакой функции. И вот чтобы двигаться, чисто вот так даже передвигаться, нужно желание. Без желания не будет движения. Если нет желания, вы не двинетесь. Валяйтесь на диване, пошли. А не охота. И вот так вся жизнь. Поэтому желание – это движущий фактор изменений, который необходим. Правильно? Так это состояние? Тогда и лень может туда приписать. Желание – это состояние. А вот эмоциональная поддержка этого состояния приходит позже, в зависимости от самого желания. Ой, я хочу сосиски. Так вот, сосисочные эмоции поднимаются в зависимости от желания. В самом желании нет эмоций. Сосиски тоже, да? Так хочется того паразита убить. Ну, как вы понимаете, это желание. Эмоции есть тоже. Но что-то останавливает. В случае сосисок не так останавливает. Смотрите. Вера! Об этом скажем. Крайне интересно. Крайне. Кажется, какого хрена? Вера, что тогда? Наташа, что-то не то? Неудобно? Плохо? Сейчас заканчиваю. И надежда. Вот вера и надежда. Как вы думаете, есть разница между ними? Если есть, то какая? Ответ не простой. Потому что, слышите, если говоришь, что вера, то если есть вера, зачем тебе надежда? Вера это более Вера нас возвышенный тон. стимулирует, наверное, к движению. Но зачем тебе надежда? Или вера и надежда одно и то же, просто возникают в разных временах. Или они параллельно существуют, тогда непонятно. Если есть вера, зачем надежда? И что надоело? Дополняем. Это как Надежда. Разные. Вера – это состояние твердое. А надежда какое состояние? Вот прочувствуйте, ж легко. Потом еще не освободилась от сомнений. Надежда – это нестабильное, воздушное, нестабильное состояние. Вот это надежда. Это вера. Но почему они обе похожи по интенсивности разными? Почему тогда нам нужно нестабильное состояние, когда есть стабильное? Сейчас буду объяснять, будет понятно, как 1 секунд. Смотрите. Если мы рассмотрим это как путь какой-то, от начала до конца, ну хотя бы история, с сосисками. То есть такая доступная история. Сосиска. Посмотрим. Везде ли существует этот процесс? Сосиску уберем. Вот это начало. Чтобы было движение, появляется желание. Оно вот здесь. Начинается мое видоизменение. Но потом идут, ребята, вера – это конечная цель. Вот она. Это как маяк. Ты его не видишь. Идут надежды. Это как GPS. Постоянно держишь его, потому что он стабильный. Вот это и есть вера. Если ее нет, ты теряешь направление. Это не значит, что ты знаешь направление. Но вера действительно дает людям возможность, например, не утонуть в океане. Они не знают, что они делают. Как животные. Почему животные? Например, тот же самый голубь за 10 тысяч километров четко летит домой. Откуда он знает, где он находится, откуда знает, где дом? А летит. GPS. Но чтобы даже GPS регистрировать, у него должно быть состояние какое-то. Вот это есть вера. Вот это ваш конец. Это ваша сосиска. Кажется, вот она и попер. Нет. Тут у вас груда, куча мешающих факторов. Привлекающих, интересных. То есть куча деструктивных факторов. Жизнь называется. Поэтому у вас существует сомнение. Сомнение не в дороге, друзья. Когда мы говорим сомнение, очень интересно, тоже конфликтует с верой. Ничего общего не имеет.
Сомнение в каждом своем шаге, который ты делаешь. Вот она вера. Я сделал шаг. Да, направление правильно. Но не опасен ли вот этот шаг, который я сделал? Не прервет ли он мою дорогу к вере? И поэтому сомнения существуют, которые позволяют тебе или мозгу еще раз перепроверить, есть ли опасности в дороге. Поэтому вот эти сомнения, они крайне важны. Это ваши алармы. Поэтому вот это снова проверяет вот это. И ничего общего с верой, никаких конфликтов не имеет. То есть человек, имеющий веру, должен иметь качественные сомнения. В противном случае он просто может сделать большой шаг и прям в болото. А вера была там, правильно. Но в болото он не заметит. Так вот. Но если он сомнению предастся, но он не сделает шаг из-за страха ошибиться. И поэтому существует надежда, которая говорит, иди. Все правильно. Есть, иди. Она говорит, сделай второй шаг, сделай третий шаг. Надежда, что все будет правильно. Да, это не точно, но эта надежда стимулирует твой ход к вере. Желание есть, сомнение и надежда. Вопрос есть? Вот так вы кушаете сосиску. Вопросы есть или нет? Все ли понятно здесь? Все понятно. Понятно, да? Так вот, это никто не знает. Даже так объяснить, вот это самые основные ментальные состояния современного человека. Я не учу, как надо думать. Но это основные функции, как надо думать обо всем. Потому что вот эти процессы постоянно происходят. Ученый хочет открыть какой-то, он мучается. То же самое. Атеист, который хочет доказать, что Бога нет. Он идет тем же путем. Да? Инстинкт самосохранения. Это здесь присутствует? Нет, это не абсолютно. Это не сознательный процесс. Потому что сознание это creativity. Это произведение искусства. Автоматически произведение искусства подразумевает неприродную, естественную форму поведения. То есть опасно. А инстинкт самосохранения, он, как тебе сказать, это как Касперский. Он внутри стоит, он постоянно следит. И не дай Бог на этом пути, вот здесь, едет самолет, летит самолет. Инстинкт самоохранения тебя убирает с этого пути. Просто убирает. Потому что здесь можно наступить инструкции. Но если у тебя нет вот этого, вот сомнений, очень возможно, что ты не заметишь самолет. А он будет внутри трясти инстинкт самоохранения. Баран, иди направо! Поэтому вот эти инстинкты вот так вылезают. Сознание вырубается. Ну, помните историю с тигром. Сознание вырубается, система ведет себя автоматически, чтобы сохранить. Прошла опасность, врубается сознание, и то, блин, да я же мог умереть! Не мог! Потому что если мог бы, то умер бы. Потому что система врубилась, не твое время, и тебя перебросило сюда. И ты начинаешь отсюда идти туда. Конечно, постоянно проверяя, где летят самолеты. Ну, это уже тупица. Если человек спасся от одного самолета, ему кажется, все самолеты прямо на него нацелены. Ну, ничего не сделаешь, ниже кнопку прочитал. Так, еще вопросы есть? Теперь давайте посмотрим интереснейший пример. Баскетболист. Обычно такой банальной сосиской понятно. Что происходит с человеком, который всего лишь... Сейчас вы будете следить за моими эмоциями. Мои эмоции будут говорить. Вот. Я стою. Ага, еще. Как сказать? Смотрите. Что со мной творится? Концентрируюсь, то все. Что это делает? Выбрасываю практически все, полностью освобождаю систему. Скажите, пожалуйста, у меня вера есть? Вот я ездил. Еще какая, но она появляется. Полная моя вера. Правда? Я привожу себя в порядок. А почему так долго идти? А? Нет, время требует сомнения, желания. Оно появляется. Но все равно, правильно?
Сомнений. Потом я останавливаюсь. Почему я остановился? Надежда. Как раз сомнения ушли сейчас. Желание. Правильно. Желание усиливается. Надежда. И вот в этот момент я брошаю. Нет, вера уже есть. По человеческой логике, если следить, все, пятик ушел, да? От меня что-нибудь зависит? Нет. Должно было быть так. Надеяться, что А если не попал? Пока он летит, работает надежда, получается. Вот очень интересно. Объект никак от меня не зависит, а он, оказывается, зависит. Природа. Моя система совершенно правильно начинает давить вот именно этой верой и надеждой. Вот это надежда. Но почему такое эмоциональное, не эмоциональное, даже ментальное поднятие? Может быть, я как-то еще связан с этим объектом? Да. Да. какая-то вибрация. Полностью связан. Полностью связан. Потому что моя вера зависит от этого объекта. И чем независимый объект от меня, тем больше у меня надежды на него. Потому что не от себя, ясно? И поэтому вот этот вот последний момент, когда это самая эксплозия. Хотя на самом деле не должно быть по логике человека, а оно как раз наоборот. Практически все вот так вот работает по этой системе. Ну давайте и вы подключайтесь. И когда мы думаем, у нас есть идея, блин, а что если я машину куплю? Да? Что он подумает, что то. На самом деле не надо давить на ментальное состояние. Просто послушайте, там уже формируется. Если появится желание, это начинает правильно формироваться. Вот в этот момент не надо спешить. Посмотри, есть вера. Оно создаться и при необходимости. Но чтобы оно создалось, ребят, он анализирует все возможные данные сегодняшнего дня, вчера, завтра, эффекты и так далее, чтобы создать самую оптимальную дорогу для этого. А мы люди, у него есть машина большая, больше у меня есть собака большая. Это тоже вера. Но какая? Я начинаю быстрее, чтобы он увидел, что у меня больше. Вот этого не надо. Потому что вы основываете свою веру на чужой реакции. Получается, вера — это цель? Да, вера — это цель. А эмоции уже поддерживающие. Вера — это цель, конечно. Вера — это то. Ну, Бог, что это у нас? Это последняя станция нашего прогноза. Дальше уже только назад. Ясно? Тогда вера это как ориентир твоего вклада, то есть ты должен Очень мудро сказано. Абсолютно да. Система знает, кто ты. И система знает все о тебе. Вот ты ни хрена не знаешь. И не хочешь знать, потому что давишь мозгом, который, не мозгом, сознанием, которое не в состоянии заанализировать правильно, потому что основано на социальных грубых формах. Я себя люблю и так далее. На этих формах ему трудно оперировать сознание. Он оперирует все равно, супер. Он говорит, блин, чего я этого дурака завешу? Или что там, пока спит, давай быстрее. Сейчас проснется со своим хочу, не хочу, давай, там больше машина, меньше, дом больше и так далее. И будет себя чувствовать хозяином самого же себя. То есть все, что я понаделал за ночь, все уничтожено. Так, что вы хотите сказать? Всегда, пожалуйста. Допустим, сомнения. Вот каждый из этих 4 вещей, они играют ну, общую роль. И друг от друга отдельно они невозможны. Они всегда присутствуют. Да, вот так. Но есть момент, когда человек сомнение и вера, как бы вот это не вера, а вот сомнение и надежда, да, оно там Оно всегда. постоянно. Вот человек не может выбрать и это сильно, и это. Вот он останавливается. Когда ему понять, что вот сделать следующий шаг? Ага. Как он может Очень прекрасно заданный вопрос. Он начинает основывать сомнения на социальных формах размышления. Обратите внимание, он начинает сейчас не осознавать, а асоциализовывать сомнения. Вот смотри, иду туда. Вот я хочу ему дать 50 000.
С процентами. Вот скажу. Вот что скажет она? И скажет, какая же я свинья. Сомнение? Да. Сомнение. Обратите внимание. А другое что говорит? Другая часть Надежды говорит. Да плюнь на нее, иди поэтому. Ну, не так грубо. Потому что это все-таки сомнение, да? То есть надежда, а не гадость. Говорит, ты делай то, во что у тебя вера есть. Иди. Говорю, да, правильно, я должен пойти. Ну а если вдруг она скажет, она же скажет ему, тогда и он подумает. Надежда говорит, иди к вере своей. Это правильный путь, потому что вера такая. Она говорит, да, но если он это, то мой сын учится у него в институте, не подумают ли они, Надежда? Да пошел ты нахрен. Вот так говорит Надежда. Задолбал ты уже. Потому что ты становишься рабом сомнений, ты называешь асоциализовывать сомнения. И Надежда понимает, что нет смысла это. Потому что ты начинаешь предполагать, вот у тебя disturbance, мешающий параметр. Вместо того, чтобы его пройти, ты начинаешь анализировать его же. Вот так вот. Да прошел ты уже, иди вперед. И сам параметр становится важнее, чем вера. Вот такие люди, идиоты. Это происходит постоянно. А Надежда говорит, она говорит, да иди ты вперед, без проблем, блин, при чем здесь это? Тебе нужно до цели дойти. И вот я не иду. Глупо. Ну не пошел я, да, ну уже. Он занял у нее, неважно, и у него очень неплохо пошло. Нормально, как обычно. Юрик шикарно заработал. Да, все нормально. Неважно. Я говорю, мать, почему же я все-таки, какую тупость я сделал? Ведь сейчас бы у меня было бы 50 тысяч, плюс, не знаю, 5 тысяч, неважно. Какой я идиот. Так я вам скажу, ты идиот и без денег. Потому что ты взял социальный фактор и заменил его верой. Мы всегда это делаем. Я не говорю, что надо конфликтовать. Но это важнее. Потому что если ты будешь основываться на социальном факторе, что он скажет, что она, ты живешь среди людей. Trust me. Больше 50%. Для больше, чем 50% ты не годишься. Просто потому, что ты их ирритируешь. Своим мозгом, своей красотой, своей семьей, своим счастьем. Чужое счастье болит, ребята. Ну, на случай веры это что? Получишь процент или что? Даже для этого, наверное, да? Даже для этого. Еще Получается, вопросы? вот в этом шаге, да, между игрой веры, надеждой и сомнением, в принципе, больше, я понял, надо прислушиваться к надежде, которая она лучше тебя направляет, чем по сомнению. Сомнение просто проверяет. Но нельзя надежду ставить вперед веры. Не У тебя должно быть направление. А интуиция когда включается? Вы знаете, интуиция – это инструмент, который постоянно здесь работает. Постоянно. Да, сейчас я должен сказать вам интуицию. Надежда от интуиции? Надежда от интуиции? Нет, вы не знаете, что такое интуиция. Вы сейчас начинаете использовать что-то, не понимая, что вы используете. Это пальчик. Вот она интуиция. Мизинец. Вопрос на засыпку. Для чего существует мизинец? Ведь он может не существовать. Смотрите, как интересно. На самом деле, без мизинца вы существуете без проблем. Правда? А оно нет. Вот оторвать вам мизинец и пустить, чтобы вы существовали без проблем. Как вы думаете, как вы себя будете чувствовать? Ущемленно, ущербно, ля-ля-ля-ля. Неполноценно. Хотя функционально он заменим за секунду, а вы чувствуете себя неполноценно. Значит, какую-то функцию он несет. Внутреннюю. Не внешнюю, внутреннюю, как полноценность твоей же структуры. Так вот, посмотрите. Ваша интуиция – это такой же мизинец, который регистрирует сигналы
Не через глаза приходящие, не через уши, не через это, а напрямую давящий на вас. Ну как температура. Ну сейчас же представьте, сколько вот здесь, в этом помещении, вот таких сигналов. Можете себе представить? Вы же представьте, миллиарды. Миллиарды телефонных сигналов, радиосигналов, гамма-сигналов. То есть кроме сигналов ничего нет. Правильно? Так вы глазами их не увидите. Они не воспринимают эти сигналы. Это тоже, это тоже, это тоже. Это в определенном диапазоне. Но система должна воспринимать все возможные, в первую очередь, для самозащиты. И для этого существует инструмент, который называется интуиция. Это не орган. Это специфика самого мозга. Иногда, в зависимости от интенсивности самого сигнала, он такой пик дает, что сознание вот так вот сознание. Но в основном нет. Сигналы мягкие, и сознание не регистрирует, а мозг регистрирует. То вот, чтобы сознание регистрировало подобные сигналы, надо, чтобы оно было развитее. Диапазон сознания был другим. Не такие громоздкие формы. А что оно оперировало по-другому. И тогда оно регистрирует ту же интуицию, которая помогает самому сознанию понять, что происходит в системе, и когда надо не мешать хотя бы системе, потому что система работает сама. Когда надо остановить вот это, что она подумает? А она подумает то, что я ей скажу. Вот простое решение. Я дам ему 50 тысяч, он даст мне 5%, хотя я не верю, что он дело по делу. Я просто хочу помочь человеку. Считаю, что потерял деньги. Все, она подумает и меняет. Вот так все просто. Теперь я не скажу, а что она подумает? А если она подумает? Да скажи что-нибудь, она подумает, это ж так просто. Всего и делов. Нет, мы должны все усложнить у себя в голове. А на самом деле все не так сложно. Еще вопрос? Интуиция. Интуиция — это инструмент данный уже, и он есть, Да. и он развивается. Да. У каждого он одинаковый, да, в смысле его способность Развивается, наверное, больше производительность. ощущений. Ребята, вы начинаете понтовать. Извините за выражение, ребята. У вас глаза есть? Вы с ними родились? Вы видели? Скажите, пожалуйста, помните ли вы, что вы видели 18 сентября, когда вам было 18 дней? У вас же были глаза? Что, вы хотите сказать, они не работали? Они же работали? Ну, значит, ты же видел. Давай, выдавай. А ну нет. Сознание не сформировано еще. Совершенно правильно. Глаза видят, мозг знает, а сознание не сформировано. Оно не регистрирует еще. Сознание — это эволюционный продукт. Он эволюирует очень быстро. И начинает вот так расти, расти, расти. Приходит время, когда ты начинаешь уже регистрировать. Ах, вот это красное, ах, вот это желтое, правда? То же самое интуиция. Но интуиция — это более сложный инструмент, он постоянно работает. Что, уже думаешь, ребенок не реагирует ни на что? Как раз ребенок интуитивно реагирует на все возможные опасности, как животное. То есть тоже развивается, да, со временем? Не интуиция развивается, сознание, которое может зарегистрировать диапазон интуиции, потому что вот такая вот у тебя интуиция, а сознание не стоит. Как раз его нужно развивать не надо. Еще вопрос? А как научить сознание? Ну, развивать? я знаю только один метод. Это мой. Ну, хотя бы на своем собственном опыте. Я другого не знаю. А мне не нужно. Работает без проблем. Но это долгосрочный процесс. Потому что когда вы подразумеваете, смотрите, вот интересный вопрос, что мы подразумеваем под развить сознание? Отбросить социальные формы? Да. Да или нет? Да. В какой-то степени да, в какой-то степени нет. И к чему это приведет? Ну не К абсолютному отчуждению от социального мира? Ну да. Укрепление Все хорошо в меру. А? Укрепление чувственности. Надо уметь выйти из социальной формы, посмотреть на них со стороны. Видите, как сложно. Очень. Теоретически можно сказать, а как улучшить сознание? А вот что такое улучшить? Чтобы тебя лучше люди понимали? Или чтобы ты лучше людей понимал?
ты уже это делаешь. Это значит, Правильно. те же социальные формы сделать более детальными, но оставаться в их границах. Это и есть. Я хорошо пишу картину, потому что он сказал, что эта картина хорошая. А какая она, я сам оценить не могу. Не могу, не в состоянии. Так какое же твое сознание? Как оно оценит эту картину? Свою же написанную. Вот обычный пример. Любой художник является жертвой своей же картины. Изначально, говорит, его сознание не работает. Не может изанализировать. Поэтому надо основываться на социальном мнении. Может, вы правильно анализировали? Вот ее мнение интересно. Потому что она очень необычно смотрит на мир. Там ля-ля-ля-ля-ля. И вы сказали, эта картина мне напоминает понос. Интересно, почему пошло нестандартный анализ? Но у меня своего-то мнения по поводу этой картины не было. Поэтому что такое, вы для себя должны выяснить, что такое развивать сознание. В таком же направлении, какое оно есть, тогда меня не слушайте. Найти Слушайте свой умных собственный людей. Потому что такой умный человек, это формирует социальная среда. Это она говорит, что оказывается Моцарт это гений, а не больной. Понимаешь? А ребенок, у которого колоссальная интуиция, это не гений, это больной. Рассматривается как отклонение. Любопытно. Пиликающий 4-летний мальчик, как китаец, считается гением, а серьезный ребенок в серьезных травмах, знающий, как мир кончит свою жизнь, не считается гением, а считается отклонением. Кто это посчитал? Социальная среда. Если ты будешь основываться на категориях социальной среды, зачем тебе свое сознание развивать? Оно уже развивается среди них. Помните, как говорится, наше сознание формируется в результате сообщения двух. Может говорится, я основываю свое на нем, он на моем. И формируется мое. Так где же я? А можно вопрос? Пожалуйста. А если сознание будет вне социума, изолировано где-то, модель такую создать, он может продуцировать? Вы знаете, что это сделано было? И не один раз. Самое интересное, что вот такой случай был. Не случай, а такой эксперимент. Сознание у 5-летнего ребенка перестает развиваться, если оно не развивается до 5-летнего возраста. Условия созданы такие, poor, бедные. Что сознание в человеческом понимании оно перестает развиваться, потому что сама система, у которой есть очень много инструментов, занимает все места, и система работает отлично на выживание. Но вот этот креативный элемент после 5 лет не создается. О чем это говорит? Что само сознание – это не естественное состояние природы, а искусственное. Оно постоянно формируется. Так вот, пробовали вариант такой. Создать интеллект вне социума. Он получается своеобразный, очень своеобразный, с огромными возможностями, но абсолютно не воспринимающий социальную форму поведения, законов и так далее. То есть неприменяемый. Так создают, например, разных людей со странностями в определенных лабораториях. Ты можешь создать человека без проблем, может тебя лежать, это тоже было, он лежать и вытворять чудеса своим мозгом. Но ты просто контролируешь его. На самом деле это ты создал инструмент. Понятие человека в нашем понимании там нет. Все-таки человек является частью социума, причем со своим маленьким мозгом, но большим социумским мозгом идет большая эволюция. Теперь, как остаться членом общества и в то же самое время иметь возможность выходить из него и возвращаться. Вот что надо делать. Как? Жить с обществом. Да. Как? Блин. Идем к этому, практически пришли. Как думать по-разному. Вот о чем. Как использовать и Windows, это общество, и Mac базу данных. Как оперировать, вот так менять. Синхронизировать. И когда Артем скажет, Рубен, вы знаете, я прочитал, что Земля круглая. Скажу, потому что ты не можешь воспринимать то, что Земля плоская, потому что голова у тебя круглая. Ну, идиотизм сказал, на самом деле, не очень. Но он посмотрит на меня, блин. И если он скажет, что это не идиотизм, еще один идиот появится. В социальном обществе. Поэтому мне надо сказать по-другому, человеческим языком. Артем, ты знаешь как? Она круглая. Вот так вот, как диск. Если ты смотришь вот так. Но потому что ее никто не видел. На фотографиях она плоская. Круглая она или нет? Говорят, что да.
простым, банальным, тупым языком. Я ничего не сказал. Я просто сказал, ну, не то, что сомневаюсь, а я даже не думаю на эту тему. Ну, круглая, хорошо, в конце концов. Может быть, настолько умно, что говорят, земля круглая, у меня нет с этим проблем. То есть концепт, ну и хрен с ним. Что хоть круглая, хоть плоская, это никак не влияет на меня. Вот когда будет влиять, придет время, я включу и начну. Так вот, один из важных инструментов, когда создаешь свое сознание, как его не насиловать, как не думать. Когда не надо думать, а когда надо заткнуться, чтобы система, включая ту интуицию, дала тебе достаточно данных, чтобы это все появилось. Я сейчас не буду расчерчивать, как работают глаза, уши, там целое. Вот. Друзья, давайте на этом мы сегодня все-таки закончим, подойдем к концу. 9:13. Я думал 15. Я думал, я буду говорить еще и о памяти, о структуре, но не буду. Потому что еще часа полтора только я буду показывать вам, что память не существует. Как понять? Существует что-то, но это не совсем так. Но мы не будем меня слушать, в конце концов. Ребят, это все fun. Okay? Это все забава, скажем так. На этом не надо остановиться. Я не сказал, что как правильно. Я всего лишь для себя выяснил вот эти возможности. Применил, использовал, а оно работает. И не заставляет меня, как многих, уходить в горы и сидеть там, потому что нахрен никому я больше не нужен. Нет. И называется это духовность. Нет, духовность это очень социальное, кстати, состояние, а не индивидуальное. И когда начинаешь воспринимать, а какого хрена думать своей головой, когда столько бесхозных голов делают то же самое, эти невроны, их же триллиарды, они же исполняют такую же функцию. Может быть, можно использовать сознание фактор, но это уже из другого кино. А что ты думаешь, интернет кто выдумал? Это природное состояние. Спасибо большое, до встречи через полтора месяца. А, да, ребят, точно, не реклама. А сейчас реклама. Садись, реклама сейчас. Рекламная пауза. В нашей организации, благодаря усердию наших девочек, ну и моей структуре, мы начали производить, для начала это экспериментальный вариант, они все работают, те чаи, которые уже с 99 года мы производим в Сербии, да? Это все маленькое, все для нас и так далее. Называется Salsa Grove of Amagos. Сегодняшнего дня все вопросы, связанные с этим чудо-чаями, а на самом деле они вытворяли все, прочитайте, там бумажки есть. Обращайтесь, пожалуйста, к заведующей под чаям Зосику. Стоит оно... Сколько стоит? 2000 долларов. Тинькофф. 2000 тинькофф. Окей? Не покупайте через интернет. Не интернет, а вот это вот телсел, да? Там ля-ля, вот это, вот так, и схудеешь, и так. Хочешь похудеть? Худей. Хочешь, чтобы мозги круто работали? Рекомендации какие? Сколько По необходимости, потому что они начинают действительно работать. А зачем тебе мозги работать, если ты у любовницы? Смысл в чем? Это не мозгами делается. Поэтому не хотят, действуют и так. Вот, гром, стимулирует. Моя собственная жена, сын, я, когда у них были экзамены, вот это, конечно, работает как папа Карло. Совмещать можно. Офа, не спится тебе, ты в травмах, ты в размышлениях, что-то в тебе. Попил офу и как белый человек. Магус – любопытнейшее создание, любопытнейшее. Когда тебя не так и не сяк, когда не поймешь, кажется, все нормально, а что-то трясет. Нервы не в порядке, а нету причин. Вот когда не поймешь, ты в минусе или плюс, или варьирует. Выпиваешь магус, он тебя приводит в нормальное состояние гражданина Алматы. Магус. Салса очень интересный продукт, ребята. Мы когда-то, когда я вот это делал, 99, кстати, эти чаи, особенно вот это, являются результатом войны в Югославии.
Там были такие стрессы, когда приехал, организовался. Что-то я болтал, меня слушали. Говорят, я популярный был тогда. Вот. И пришли люди, я не рассказал, да, как они появились. Подходит муж и жена ко мне. Ну, во время войны в Югославии там что-то опять выдумал с какими-то кодами, там груда народ, неважно, опять ерунду какую-то. В общем, и они приходят, а мне дарят какие-то чаи, какой-то чай свой. А у них было производство. Они говорят: Рубен, мы хотим подарить вот это наше что-то. Что вы думаете? Пожалуйста, попейте, скажите, что вы думаете. Они, говорю: а зачем мне пить? Я говорю: а как? Чуть просто. Открывайте, они открыли. Понюхал. Сейчас становится на то, что вам объяснял. Дай сюда. Оно где-то. Ну что? Я говорю: у вас это действует. Ну, то, вот это будет вот так, вот это вот так, вот это вот так. Так что то, что здесь написано, вот как раз вот сюда не пойдет, а сюда не пойдет. А как? Я говорю: да никак. Всего лишь используй то, что природа дала. Зачем пить? Какая разница, какой формы частоты придет? А все остальное это импликация. Моментально идет. Ну, не важно. А почему вы сами не сделаете чай? Я говорю: как-то... А что вам для этого? Я говорю: интересно. А мне для этого чаи нужны. Они собрали кучу чаев разных, именно вот. И я нюхал. Пиши. Вот это вот, вот это. Я ничего не знаю, ни грамма. Я читать не умею. Вот это, и они написали все. А теперь говорю: вот теперь я могу создавать. А что надо создать? Ну тогда стрессы были все, помните. То есть, можно сделать так, чтобы люди не спали. Они боялись дома. Не боялись, а вот такое состояние. Ты спишь, у тебя ребенок дома орет. И вот такой был синдром поствоенный. И я сделал тогда вот эту область, которая частоту успокаивала. Вот и все. А потом мы сделали, я создал вот этот гром, как раз наоборот, который стимулирует, особенно работу головы, башки. Потом создал Магус, когда непонятно в каком-то состоянии, выпиваешь это, приводит к нулю. Потом я вот похудеть. Ну, я говорю: я не думаю, что я смогу создать чай для похудения. Но если подходить с концепта уравновешивания метаболистических процессов, то есть это система, которая балансирует какой-то есть, где надо убавить, где надо добавить, создался вот этот чай. И он действительно давал очень много разных эффектов, даже которые я даже не предполагал. Волосы чернели у людей, люди сами находили. Комар укусил, помазали, все прошло. Собаки, кошки жрали его. Вот это очень интересно. Чай стоит, рвут и жрут вот этот чай. А их нет, больше не чувствуют. Похудение, ну, по крайней мере, то, что я знаю, там было много, 60 килограмм человек похудел. Именно похудел. Это не значит, что оно худеет, понимаете? Оно приводит систему в такую норму, что система, причем худели, знаете как? Не так, чтобы в общем похудел, лицо такое висит, и ты висишь. А там, где есть переизбыток, нормализовалось. Там, где нету, так и оставалось. Кровяная система, я не знаю, сахарный диабет. В общем, короче, постоянно что-то говорилось. И вот эта салса у нас стала самым продаваемым чаем. Мы потом ее в Голландии вывезли в 2001 или 2002 году, не помню, под названием Intelligent Tea. Интеллигентный чай, который сам решает, что надо поправить. Попробуйте, скажете. Противопоказаний нет. Противопоказания? Пить только в будном состоянии. Вопрос. Везде действует любой точки мира. Но я всю точку мира не проверяю. Да. Я имею в виду, здесь сбор нынешний, казахстанский же, правильно? Опять этот человек с сомнением. Человек не попробуй. Нет, я интересуюсь, может послать кому-то. Делай что хочешь. Работают моментально. Да, ребят, это не так, что надо пить. Чашку выпил, работает тут же. То же самое это, то же самое это. Все написано на бумажках, пожалуйста. Очень важно количество и минутаж. Крайне важно. Все биологические процессы, уже уходите? Это приятно. Все биологические процессы, вот в этом, там написано по минутам, в этот минутаж они выходят. Вот салсу надо пить регулярно, определенное время. Да, это очень интересно. У этого салса, ребят, вкус меняется. Вот вы будете пить, те, которые не пробовали еще? Кое-кому, многим,
она покажется очень горькой. Сахар используйте. А потом через некоторое время вдруг ни с того ни с сего она станет нейтральной. Вот эта горечь вдруг исчезнет. Вдруг через некоторое время станет сладкой. Элемент горечи именно говорит о том, что у вас есть нарушение. Эти, пожалуйста, через некоторое время вы увидите, поменяет вкус, именно вкусовые качества. Странно себя ведет. Потом вдруг вам больше его не захочется пить. Слушайте себя. Это значит, система говорит, вполне достаточно. И вдруг не стало, у меня то же самое было, вдруг ни с того ни с сего, именно его и захочется. Слушайте себя. Делай чудеса. Можно запастись? А? Нет, количество маленькое, все вручную делать. Да. Я сегодня первый раз вашу булочку попробовала. Почему мне показалось, что она сладкая? Ну, женщина вы хорошая. Дорогой, это тоже не просто водичка. Я понимаю. И да, но мне частоты показалось, что реагируют, сладкая. очень возможно, они реагируют в зависимости от вашего организма. Очень индивидуальное восприятие. Очень возможно. Не могу сказать почему, потому что здесь нет математики. Хорошо? Давайте выдувайте. Спасибо, до встречи. Надеюсь,